Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Сегодня я хочу с вами поделиться, как сплести вот такую снежинку. Она может быть украшением для крышки, может служить украшением где угодно. На подносе, на донышке, везде. Сейчас это очень актуально, потому что Новый год. Как обработаны трубочки, как я окрашиваю и обрабатываю трубочки. Видео собрала в плейлист. Сейчас вы увидите у себя на экранах. Я использовала трубочки, накрученные на спицу 1 мм, ширина полосы 7 см. Трубочки покрашенные в зеленый цвет. У меня есть видео, когда я плела елочку, я показывала, как я это делала с рецептами. Ссылочку вы сейчас увидите. Белые трубочки, как я получаю, тоже ссылочка сейчас будет у вас на экранах. В чем была моя ошибка? Вот вроде как издалека и на снежинку похоже. Потом смотрю на снежинки, которые делает Алла Селенок, и не могу понять, почему вот визуально вроде так же, вроде как-то не так. Я не там перехлест делаю. Вот здесь вот моя ошибка и есть. Вот я перехлестнула вот тут вот, а здесь вот луч идет вот отсюда снизу. Если он не перехлестывается, вот они лучики, а вот это вот пошло вот здесь вот перехлесты, те, которые я вот сюда вот перенесла. И там все в том, что заключается в том, что в самом начале здесь не надо было по рисунку уситься. В самом начале, когда закладываем трубочки, сейчас я найду начало. Вот, переход. Получается, я должна была трубочку увести вниз, а она пошла наверх, чтобы 3 эти трубочки оказались вверху. Спасибо большое Алле. Я у нее это видела уже очень давно. В стране мастеров по фотомастер-классу я вот училась это делать. У нее там полностью все хорошо тоже объяснено по рядам. Я ссылочку обязательно оставлю и на видео на ютубе, и на фотомастер-класс, кому как удобнее. Начинаю я как так же. Я пока сразу не отрезаю, чтобы была возможность подтянуть. И контрольный второй ряд. Здесь вот я ее как можно лучше маскирую, прячу. Не видна была. Вот 2 ряда мы проплели. Сейчас я отрежу сразу, чтобы она замаскировать ее. Все. Далее мы начинаем плести рисунок. То есть мы должны выплести лучики. Здесь у нас уходит вниз. Значит, вот эта тройка, вот здесь вот это 1, 2, 3, 3. Они должны быть тоже трубочка под ними. А раз она будет под ними, значит, мы должны вот здесь положить сверху. Здесь такой вот переход получается, то что мы должны были сейчас стоечку по идее вести вниз, под низ, вот сюда. Поэтому у меня все время сбивался рисунок. Я не увожу ее под низ, я оставляю ее сверху. И мы, получается, лучик один накрыли, убрали, а вот этот самый серединку вот я вывела. Она здесь не перехлестнулась. Вот здесь вот на этих крышках, вот видите, она перехлестнулась, и мой лучик все ушел. Он должен был вот так вот идти, тогда бы была снежинка. Надо вот сразу заложить вот здесь вот. Перехода вниз не будет. И все, и тогда сразу у вас пойдет все правильно. И дальше разобраться будет очень легко. Здесь вот сверху идет наша перемычка. Значит, 3 трубочки центральные, вот эти мы отставляем. 3 трубочки центральные, тоже на них надо положить перемычку. Дальше пойдет по рисунку все. Вниз, вверх, как мы уже сити сплетем. Здесь мы вывели вверх одну, а внутрь кладем вниз. Надо только следить
чтобы серединку мы не перехлестнули. Эту с этой закончили пятеркой, идем следующую. Это серединка сверху. Это серединка снизу. И так по очереди. Сверху, снизу. Далее плетем по этому же рисунку второй круг. В третьем ряду я оставляю один лучик средний. То есть эту я тоже убираю. Теперь у нас две убираются, одна остается. И чтобы она вот в серединку ложилась. Вот, красивый лучик укладываю. Вот такой. Дальше смотрю. Здесь она, трубочка, идет вниз. Как она идет, так я укладываю. Только здесь была одна трубочка. Я беру не одну, а две. Две. Одну. Центральная у нас остается одна. Везде. Здесь у нас опять идет две. Центральная одна, две. И здесь смотрим, вот у нас наша пятерка. Эти мы уже разобрали. Теперь еще раздвигаем. И уже оставляем только одну в центре. То есть это вот уходит тоже крайний. Это уходит крайний. И так плетем по кругу. Неправильно проплести, вернетесь потом назад. Вот опять 5 трубочек. Значит, у нас одна должна в центре остаться. 2 вместе проплетаем, одну в центре оставляем. И получается 2 вместе. Разбираемся со следующей пятеркой. Опять их раздвигаем. И смотрим, одна должна остаться, мы рабочую трубочку должны вниз убрать. Значит, эти две вверху, одна рабочая внизу. И вот получается наш луч у снежинки. С каждой пятеркой надо разбираться отдельно. Они повторяются через одну. И повторяю узор, второй ряд. Этот же узор. Здесь уже проще. Добавляю еще одну трубочку. Там, где она будет не видна. Вот она будет отсюда выходить. Сюда и добавляю. И пошла. Эта трубочка вверх, а ту, которую добавили, я ее прижимаю пальцем, чтобы она не выскочила. И веду ее вниз. И начинаю плести веревочку. Эти две, как они есть, так и оставляю вместе, проплетаю. То есть обрамление делаю веревочкой в 2 трубочки. Также прижимаю большим пальцем плетение, вот сюда, чтобы не образовывались отверстия. Выпрямляю лучик, чтобы он ровно шел. Надо сразу закрывать ряды, чтобы не было видно перехода. То есть вот если я начну плести дальше вот сюда, также веревочкой в 2 трубочки, вот здесь вот образуется галочка, и будет видно, что я пошла на новый ряд. Чтобы этой галочки не было, надо закрыть ряд. Для того, чтобы закрыть ряд, надо просто вот, мы вот плетем вот так, а здесь надо поменять
И сначала верхнюю завести, вот нижнюю я убираю, сначала верхнюю завожу, потом нижнюю накрываю. Получается, ряд закрылся, и уже не видно, где я начинала ряд. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, а также легкого плетения и красивых снежинок. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях. Контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам за внимание. До свидания.